Меня зовут Адина. Я танцую хип-хоп хореографию. Вот. Ну, в общем, это долгая история, скажу вкратце. Был мальчик в школе, он был крутым танцором, и я такая, типа, бич, я хочу быть лучше него. И, короче, такая пошла и нашла чувака, он был бибоем, но он мне преподавал хип-хоп. Ну и остальные стили. Вот. Так и пошла в танцы. Но больше я не видела этого мальчика. Вообще, если брать в общей сумме, то я танцую где-то 10 лет, а что прям осознанно и профессионально, то где-то 4 года. 4-5. Ну, в целом, это раскрепощение, это деление своими эмоциями, мыслями, о каких-то переживаниях. Это выпущение всей, так сказать, позитивной и негативной энергии от себя. Вот. Ну и чувство эйфории после всего этого. Ценю вообще то, что благодаря танцам происходит комьюнити, люди делятся, люди дарят друг другу не просто, да, вот я показала свои ощущения, они показывают любовь. На самом деле это передача таких, сказать, нежных чувств друг другу. И я люблю танцы и ценю их за то, что они просто дарят нам ощущение свободы, ощущение высказанности. О боже, да. Ну, вообще очень много аспектов положительных, а чтобы как-то это раскрыть, ну, это займет большое количество времени. Вот. Ну, чтобы такие. Я бы хотела сказать спасибо за твою поддержку, за то, что ты меня принимаешь таким, какой есть. И спасибо, что ты рядом просто и даришь мне свое тепло и любовь. Горжусь тем, что я стала более, так сказать, открытым человеком, справедливым, поддерживающим, потому что поддержка вообще, даже несмотря в танцах, она очень мала сейчас в мире, и ее не хватает. И за счет них мы всегда собираемся и делаем такие добрые дела, так сказать. Вот. Ну, они поменяли в том, что она не такая скучная, как и была. То есть, если бы не они, я была бы серой мышкой. Вот. И я раскрылась, я начала показывать людям. У меня появилась смелость, у меня появилась, так сказать, сила слова в теле. И за счет них мне стало более легче коммуницировать и показывать больше, чем я могу на самом деле. Это вот просто 10 из 10. Их было 2 на самом деле в моей жизни. Первое это было где-то сколько лет назад, не помню, 3 или 2 года назад, когда моя команда распалась, и я ушла в такую депрессию, просто я ничего не хотела делать. Энергию надо было куда-то девать, и я просто ушла куда-то в непонятное русло. Вот. Но танцы вытащили меня из этого же русла, в которое я себя закинула, тоже из-за того, что из танцев это такая, ладно, шучу. Ну, в общем, вот, это был первый момент. Второй момент, это, по сути, это было в этом году, когда я очень много взяла работ, именно групп, коммерцию, и, блин, это ужасно, я начала ненавидеть вообще танцы из-за этого. Но это было не из-за танцев, а из-за нагруженности, которые там были, вот, и я просто перегорела. Я поехала в Стамбул, я просто освободилась, мне стало легче, они опять снова меня возродили, как феникс, да, более-менее. И вот сейчас у меня вот эти старые пеплы, они отходят и становятся лучше. Вот это мои 2 выгорания, так сказать. Ну, я думаю, это самое начало, первый такой вот случай, когда ты видишь людей лучше тебя и думаешь, блин, так столько расти, и ты просто впахиваешь, ты просто столько вкладываешься, а потом в дальнейшем, когда ты понимаешь, что ты не просто так уже, да, там танцор обычный, ты делаешь намного больше, ты должен больше креативничать, больше ставить цели, планы, действия, которые должны тебя, ну, так сказать, сделать лучше. Вот.
Какой там еще вопрос был? Я уже забыла. Ам, И что вы приобрели, когда побороли это? Наслаждение. Наслаждение того, что да, я смог это. Насчет танцев, кстати говоря, у нас появляются цели. А цели это очень важный аспект в человеческой натуре. Потому что есть такие, которые типа, я ничего не могу, я ничего не буду делать, я просто буду жить на одной работе и приходить домой. Здесь нет, у тебя большой поток действий и моментов, которые ты должен перебороть, и ты выходишь за рамки, выходишь из своей зоны комфорта, которая у тебя есть. Вот. И ты становишься лучше, чем ты был раньше. Вот. Осмысленный танец — это ты когда понимаешь, что ты хочешь передать людям, какую мысль, какую историю технически, музыкально. То есть ты делаешь много пунктов, чтобы понимать вообще, что ты делаешь, для чего ты делаешь и с какими ощущениями ты хочешь это сделать. Ты молодец уже, что пришла сюда. Не сдавайся, что бы ни случилось, потому что я верю в тебя, ты сможешь. И просто люби все, что ты делаешь. Очень много, куча, каждый день, каждую секунду. Но как мы боремся с этим? Мы просто остаемся, ну, в частности, да, если говорить про себя, я просто сижу, слушаю песни, в основном лоу-фай, и слушаю себя, свое сердце, свои мысли, и говорю, блин, ну, ты же могла тогда начать, так продолжи, и зачем сомневаться, раз уже начала, просто отключись и будь в моменте. Ну, начинающим я бы сказала бы, ребят, ничего не бойтесь, потому что это самая мелкая ситуация в вашей жизни, когда вы будете в страхе и в сомнениях. И пока что кайфуйте, у вас нет больших обязанностей, ну, как у тех людей, которые уже давно в этой вещи, в этой каше варятся, вот. И знакомьтесь, это очень круто, это очень классно и интересно на самом деле, вот. А продолжающим, то, чтобы много не выеживайтесь, будьте проще. Вот. Блин, чуваки, понимаете суть, что такое комьюнити, что такое быть одним целым. Не надо строить, будто бы кто-то хуже, кто-то лучше. Мы все одни, то есть танцы, здесь нет религии, здесь нет пола, здесь нет возраста, высоты, высокий ты или короткий, здесь нету в этом плане. И будьте проще. Вот мое любимое слово, будьте проще. Будь ты общаешься с начинаешкой или супер-супер проф-танцором, это не имеет значения. Мы же просто сюда пришли ради чего? Ради любви, танцев и кайфа. Все. Ну, я сначала, конечно, удивилась. Да, я такая думала, чего? И сижу я просто поздним вечером. Ну, я подумала, по идее интересно. То есть человек, который сам танцует, ему интересно мнение самого танцора, потому что мы не особо, возможно, делимся этими моментами, и она большая молодец, потому что хочет показать окружающим, что для нас это действительно не просто двигаться под музыку, как она и говорила изначально. Здесь очень много моментов, потому что мы стараемся в 2 раза больше, чем это кажется. Я вам скажу, такую секунду. Что мы делаем параллельно? Мы слушаем музыку, мы должны двигаться под эту музыку, мы должны еще и с счетом где-то договариваться, должны еще подстраиваться по те или иные звуки быстрее или короче, ну и подачу, и лицо. То есть здесь очень много всяких, смотрите, сколько пальцев, да? У нас 10, да, такая. Вот, и это не просто так. И уважайте тоже нас, мы уважаем всех остальных, поэтому она была права, прислушайтесь к ее словам. Вот. Спасибо. Спасибо.